Друзья, я поздравляю вас с новым 2021 годом. 2020 год нам принес очень много проблем. Эти проблемы связаны не только с трагедиями, потерями родных и близких от коронавирусной инфекции, но и тяжелейшими экономическими последствиями пандемии COVID-19. Внимательно слежу за действиями так называемой русской элиты, олигархами и птенцами Путина, Навальным, Собчак, Гуриевым и другими претендентами на власть в России будущего. Активность Навального, Гуриева, назначение Анатолия Чубайса представителем Путина в международной организации, как это было в 2012 году, не предвещает народу России ничего хорошего. Настало время большой перезагрузки. Повестка мировой политики в ближайшее время будет строиться в контексте решения глобальных проблем, обозначенных в книге «Великая перезагрузка» немецкого экономиста Клауса Шваба, основателя и бессменного президента Всемирного экономического форума в Давосе с 1971 года, и французского экономиста Тьерри Малере. По данным Всемирного экономического форума, пандемия COVID-19 откроет возможности сформировать экономический подъем и будущее направление глобальных отношений, экономики и приоритетов. Принц Чарльз, будущий король Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Королевство Дружества, поддержал эту идею. Принц Чарльз подчеркнул, что частный сектор будет главной движущей силой этого плана. Советую великим стратегам типа Путина, Чубайса, и ряду деятелей в Кремле, правительстве России, организаторам Валдайского форума, претендентам царицы и царевичи в Российской империи, новым русским элитам, олигархам прочитать эту книгу. Мы только в начале пути великой глобальной перезагрузки. 2021 год станет годом и великих потрясений, и великих побед, годом начала нового мирового порядка. От каждого из нас зависит, как и с какими потерями и победами мы перейдем в новые политические, финансовые, экономические, межнациональные, экологические, цифровые и социальные условия. До пандемии коронавируса COVID-19 мир был на грани военного конфликта между Россией и Китаем и США со странами НАТО с другой стороны. По сути, мы видим, как рушится постсоветский миропорядок, который сложился после распада СССР в 1991 году. Не случайно все российские так называемые демократы и либералы испытывают в настоящее время нечто схожее с паникой. Экстренно пытаются доказать, что их идеалы и ценности соответствуют общемировой повестке. Однако ни Чубайс, ни его группа Гайдар, Кудрин, Авен, Фридман, Глазьев, Хазин, в том числе Гуриев и Навальный, никогда не были либералами и демократами. Это специально внедренные в мировые структуры агенты Кремля и спецслужб России, как и сам Чубайс, с определенной созданной легендой, что его убивали, под прикрытием действуют. Простая логика подсказывает, что если бы они, и другие либералы-демократы, такие как Собчак, Явлинский, Жириновский, были демократами и либералами на самом деле, в России бы не было диктатуры, но она на дворе. В 2020 году пандемия заставила сбросить маски группы Путина, Ельцина, почти всех олигархов и силовиков, либералов и демократов России. Принятие поправок Конституции, закрепляющей диктатуру, устанавливающее приоритет российского права над международным правом, навсегда поставило крест на карьере и доверию всем демократам и либералам в России. Восстановление экономики в мире не началось. Более того, многие аналитики и экономисты глобальных торговых и финансовых организаций, таких как Всемирный банк, МВФ, ВТО, отмечают нарастающий риск неплатежей и образование огромных долгов граждан, домохозяйств, компаний и даже стран. Ожидаются дефолты и банкротства домохозяйств, граждан, компаний и стран третьего мира, возможно. Причем масштабы экономических, финансовых, долговых проблем мы узнаем только в 2021 году, так как в США, Европе и других развитых и развивающихся странах идут стимулирующие выплаты до января-февраля 2021 года. В России стимулирующих выплат населению и малому и среднему бизнесу не было. С октября 2020 года банки, МФО, коллекторы, налоговые, таможенные и другие фискальные органы начали предъявлять иски, штрафы, задолженности по любому поводу и, невзирая на сроки исковой давности, льготы в пандемию, кредитные каникулы.
меня, как у юриста, появились с октября 2020 масса клиентов, у которых не приняли документов на предоставление кредитных каникул и ипотечных каникул, так называемого льготного периода отсрочки оплаты платежей в период пандемии. Не сделали льгот по аренде помещений, не реструктуризировали долги, насчитали налоговые неплатежи, сейчас грозят отобрать имущество, обанкротить тысячи граждан и малых предприятий. Таких, как я полагаю, в 2021 году будет десятки миллионов только в России. В мире идет полемика о списании долгов домохозяйствам, гражданам, малому и среднему бизнесу до определенной суммы. В это время глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, глава Министерства финансов России Антон Силуанов, глава правительства России Михаил Мишустин и многие другие радостно рапортуют международные органы об успехах помощи гражданам и бизнесу в период пандемии. Конечно, помощь была, но распределена эта помощь была между своими компаниями и олигархами. Это более 40 миллиардов долларов. Об этом я сделала официальное заявление в Следственный комитет России, но никаких уголовных дел по этому поводу возбуждено не было. Теперь я направляю эти документы в международные органы с фактами злоупотребления и распределения материальной помощи в пандемию со стороны правительства России и Центрального банка России. И отправлю даже лично Ротшильдам. Пусть почитают. В 2021 году мир переходит к инклюзивному капитализму. Что такое инклюзивный капитализм? Это термин, состоящий из двух взаимодополняющих значений. Во-первых, бедность является серьезной проблемой для стран, которые уже вступили или переходят к капиталистической экономике. Во-вторых, компании и неправительственные организации могут продавать товары и услуги людям с низкими доходами, что может привести к целевым стратегиям сокращения бедности, включая улучшение питания, здравоохранения, образования, занятости и окружающей среды. Более того, в различных источниках мировой экономической прессы обсуждается возможность и необходимость введения общемирового безусловного дохода, так называемого базового дохода, как метода борьбы с неравенством и голодом. Безусловный доход – это сумма, которая будет выплачиваться каждому жителю Земли вне зависимости от его работы и вклада в мировую или страновую экономику, вне зависимости пола, расы, веры, возраста и так далее. Россия будет вынуждена вписаться в новую систему экономических, финансовых, торговых, политических, военных отношений. Для этого потребуется изменить систему кардинально. Потребуется изменить очень много в правилах внешнеэкономической деятельности, работе фискальных органов, в первую очередь в таможне, в налоговых службах, в силовых ведомствах, банковской и финансовых сферах. Однако мы являемся свидетелями, как русские коррупционеры, воры и откровенные преступники всех мастей решили просто обогатиться в пандемию. Так, группа олигархов, дочери Путина, окружение Медведева узурпировали поставки медицинского оборудования, масок и аппаратов ИВЛ. Разработка и промышленное производство вакцин также в руках окружения Путина, его дочерей и друзей, и мафии. Фридман, Авен, Георгий Генцулин, от которой Романов, Год Ниссанов и Нарышкин, это внешняя разведка, узурпировали поставки продовольствия и товаров первой необходимости, импорт. Дерипаска и другие олигархи, Потанин, Лисин, Керимов, Мордашов, Струков, Вельзельберг, Абрамович и так далее узурпировали экспортные поставки металлов, алюминия, стали, меди, никеля и драгоценных металлов. Сечин, Миллер, Михельсон, Олег Перов, Успанов, Ротенберг, Тимченко узурпировали контракты на поставку нефти и газа из России. Все эти компании либо государственные, либо с государственным участием. По сути, несколько семей разделили между собой богатство России, безраздельно грабят население, воруют богатство Родины, они никак не впишутся в инклюзивный капитализм, где человек является главным капиталом такого общества. В то время как в цивилизованном мире идет борьба за экологию, оцениваются риски изменения климата на планете, о деятельности человека, в России элита и олигархи живут, хоть потом, после нас. Россия является частью мирового пространства. И спрятаться от экологических проблем изменения климата, вызванного преступным поведением человека, просто не удастся. Например, недавно произошла экологическая катастрофа на предприятии Норники.
Владимир Потанин не счел необходимым возместить добровольный ущерб государству, а Следственный комитет не возбудил уголовное дело против Владимира Потанина. Такие олигархи, как Потанин, будут подвергаться международному уголовному преследованию в соответствии с международными нормами уголовного и экологического права. Пандемия расставила акценты и полностью развенчала миф об обеспеченности доступным здравоохранением в России. Мы с вами уже год наблюдаем, как наши врачи и медперсонал в больнице совершают каждодневные подвиги в борьбе с коронавирусной инфекцией. Спасая людей, наши врачи, медсестры, медперсонал не получают дополнительных выплат, часто не имеют средств защиты и оборудования. Здания больницы и автомобили скорой помощи в ужаснейшем состоянии. Нам придется проводить реформу здравоохранения в соответствии с требованием времени. Одним из пунктов мировой повестки является борьба с неравенством, голодом и бедностью, а нарушение прав человека на всей территории бывшего СССР, в том числе и право на еду, и в России, в частности, уже писалось везде и многократно. Европейский суд по правам человека и другие международные органы завалены жалобами от россиян, белорусов, казахов, в том числе на уровень бедности. В России любой человек после принятия поправок Конституции лишен прав на главное – быть избранным и свободные выборы. Последние законы, принятые Государственной Думой и Советом Федерации России, лишили народ свободы слова, свободы митингов и собраний. Узаконив в Конституции России диктатуру, Путин и его группа перечеркнули себе возможность называться элитой. Навсегда перечеркнули. Из-за воинственной и агрессивной внешней политики, нападения на Украину, аннексии Крыма, участия в военных конфликтах Сирии, Ливии, Африки, поддержка в мире диктаторских режимов, попрание прав и свобод граждан и других стран, Путин, Шойгу, Медведев, Патрушев, Нарышкин, Бортников, ГРУ, СВР, Министерство обороны, МВД, прокуратура, Следственный комитет, их руководители и почти весь список русских Forbes внесены в санкционные списки. Санкции в отношении элиты, олигархов, предприятий России и банков России будут усиливаться. Я вас уверяю, в то время как весь мир использует достижения техники, цифровизацию, инновации, новейших технологий на развитие производства, на прогресс, Россия использует достижения российских талантов и ученых на подрывные операции, террористические акты, слежку за населением, создание цифрового ГУЛАГа. Более того, наших программистов и ученых ГРУ, СВР и ФСБ используют для шпионских операций. Мне очень жаль, но вроде бы ученый Михаил Ковальчук решил подмять под себя науку России, использовать ученых как крепостных. Не случайно российские академики, члены-корреспонденты, профессора не выдержали и написали открытое гневное письмо с требованием остановить уничтожение научного потенциала Михаилом Ковальчуком. В следующих обращениях я отдельно остановлюсь на науке. Я тоже ученый, кого притесняют в России. Я кандидат юридических наук, и темой моих научных и практических интересов является борьба с терроризмом, борьба с отмыванием легализации доходов, полученных преступным путем, борьба с финансированием терроризма и борьба с финансированием распространения оружия массового уничтожения, в том числе химического оружия. Я с 1988 года занимаюсь практическим изучением механизмов выявления, пресечения, наказания лиц, осуществляющих террористические акции, финансирующих терроризм, распространяющих оружие массового поражения. Я автор уникальных методик по выявлению и пресечению контрабанды товаров и запрещенных предметов. Я автор методик поиска и конфискации доходов, полученных преступным путем. Я автор, наконец, пособия, методика, тактика и способы работы национальных финансовых разведок с целью выявления денежных средств, полученных преступным путем, выявления финансирования терроризма и выявления финансирования и распространения оружия массового уничтожения. Это пособие не используется в России, к сожалению. Оно используется за рубежом, финансовыми разведками мира. Именно по моим методичкам и материалам происходят многие аресты активов, счетов, аресты олигархов и граждан из России и других стран, которые отмывают криминальные деньги, полученные преступным путем в России и в мире. Великая перезагрузка в мире в первую очередь коснется России, так как Россия является одним из основных поставщиков природных ресурсов в мировую экономику.
Судя по шагам и действиям Путина и его группы, а также группы Чубайса и семьи Ельцина, куда входит и Навальный, они решили войти в новую реальность, как в 91-м, 96-м, 98-м годах. Однако это невозможно. Необходимо отстранить от власти и управления деньгами всех, кто начинал делать перестройку в России и СССР, а также тех, кто управляет деньгами в России. И за рубежом от лица Путина, Ельцина, спецслужб России, олигархов, близких к Ельцину и Путину, Медведеву и Чубайсу. А это практически вся элита и олигархи России. Почти все элиты и олигархи Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении, Беларуси, Армении, Азербайджана, часть элиты олигархов Молдовы, Украины и Грузии. В 2021 году вопрос о смене элиты владельцев активов необходимо решить окончательно. Это неизбежно на всем постсоветском пространстве. Я полагаю, что в России демократическим путем власть передать нет уже возможности, так как преемниками Путина являются люди, входящие в группировки, предавшие мировой порядок и мировую элиту. На смену группы Горбачева, Ельцина, Путина, Медведева и бывших КГБистов, учеников Чемизова, Патрушева, Бортникова, Нарышкина, Шойгу, пришли Гуриев и Навальный. Они ничего не проведут. Их реформы будут такими последовательными. Послушайте, о чем они говорят. Гуриев и Навальный с умным видом обсуждают, кого оставить у власти, а у кого нет. Однако за 100 лет со времени революции и прихода большевиков к власти ничего не изменилось в России. Вся эта элита произошла из ВЧК, НКВД, КГБ и мафии. Менять элиты надо кардинально. В связи с чем группа под названием «Команда Родины», частично также состоящая из бывших действующих сотрудников спецслужб, готовит революцию и кардинальную смену власти управленцев активов России. Каким путем пройдет революция, бескровным или кровавым, пока сложно сказать. Мои переговоры с российскими властями и олигархами пока ни к чему не привели. Я переговоры с российской элитой и олигархами прекратила. Сейчас мы сконцентрировались на подготовке кадров для будущих перемен в России, создания бизнесов и общественных организаций и партий. Так называемый план Родины написан, и он исполняется прямо по пунктам. Дорогие друзья, в своих обращениях я буду рассказывать, как нам сменить власть, и пошагово буду говорить, как стать полноправными владельцами богатств нашей страны. Потребуется очень много кадров, от молодых людей от 18 лет до пенсионеров. Я верю, что вся мировая политическая и финансовая элита на стороне русского, белорусского и других народов бывших СССР. Не случайно санкционная политика совпала с провозглашенной великой перезагрузкой. Диктаторы типа Путина, Лукашенко, Назарбаева и других действующих диктаторов бывших союзных республик, ну и вообще в мире, не нужны больше никому. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч. План Родины будет озвучен на этом канале.